Попробую сначала так. Может быть, улетят мелкие фракции. Да, похоже, не хочет сыпаться. Так, ну, пока, да, дальше. Вот, покажу вам при завешенных шторках. Так от це блини на снідання. На свидание или на сметане? На сметане. На якій сметані? На сніданні. Мне хочется, чтобы не пропало ни одной крошечки. Настолько ароматно. Так, а теперь делаем вот так вот. Примерно так. Можно немножко утрамбовать. Как-то здесь попал апельсиновая корочка случайно. Сушилась просто на печи. Апельсинки сушились и сушился сельдерей. Вот оно и попало. Мне нравится сушить на печке, потому что оно высыхает быстро, хорошо просушивается. И нету такого вот запаха. Иногда, знаете, если сушишь в помещении, оно может приобрести какой-то такой, ну, то ли, если оно медленно высыхает, это не очень хорошо с точки зрения, ну, со всех точек зрения. И аромат, и вкусовые ощущения, и полезные свойства, они теряются, видимо. Так, ну вот. И готово. Вот у меня и готово. Потому что я привезла из деревенского домика очень много всего в пакетиках, чтобы это легче транспортировать. И теперь вот здесь я по баночкам. И здесь еще приклею название. Да, вот, расположу эти баночки на полочках, чтобы доступ был, видно, чтобы было перед глазами, когда я готовлю, что-то делаю. Сегодня мы Даника возили в ветклинику на осмотр. С утра случилось непредвиденное обстоятельство. Наш котик стал падать, ну, не стоять на ножках, валится и все. Вот, мы его сегодня возили, привезли. Он сейчас отдыхает. Взяли ему кровь на анализ. Поедем потом еще на УЗИ сердца, желудка.
Вот, подозреваем, что у него нарушение кровообращения. Сейчас у меня готовится тыквенная каша. Самая обычная. Главное, чтобы была тыква хорошая, сладкая, и тогда каша получится вкусная. Я добавлю здесь изюм, молочко и масло. Чуть-чуть соли. Кстати, вот сольки добавим. Такая розовая у меня соль, минеральная. Я где-то прочитала, что морская соль минеральная, не поваренная, а в общем-то насыщенная какими-то еще дополнительно минералами полезнее. Вот, сейчас мы все это здесь засыпем. Так, я немного молока добавляю, чуть-чуть. Она уже почти готова. Изюм я кладу в последний момент практически, потому что ему буквально 2 минутки, и он уже все. Вот, а каша у меня будет доходить до нужной кондиции.
меня что-то желудок пошаливает. Но все же прошу, что-нибудь закажи. Что-то нормальное. Я не хочу привлекать внимание. Пожалуйста, ему кофе. Не смотри в ту сторону и говори тихо. Мой деловой партнер в эту минуту занят тем, что придает меня. Все ясно. Нет, не смотри туда. Смотри на меня. Мы просто болтаем. Ну, чирик. А, ладно. Я решил, что пора жениться. И кого же ты выбрал? Сам не знаю. Женщин? Без разницы, я все время в море. Это не просто выбрать жену, да? Я женюсь на первой. Кто войдет вот в эту дверь? Это легко сказать. Кодеры не встают. По-моему, уходят. Вот свинья. Я его еще заставлю есть навоз. Ну что, рассказывай. Что? Ты сказал, что женишься на первой встречной, так? Да. Я просто фигурально... Скажите-ка что-нибудь о себе. Быстро. Ну, я капитан морского судна. Я ростом под 2 метра. Это я вижу и сама. Когда будет свадьба? Не надо портить игру. Так какой, говорите, у вас корабль? Я еще не сказал. Ну, это зависит от груза. Например, если... Ну, это как-то нежно, на правах верного друга. Прости, душа моя, но думаю, это невозможно. Вы тоже? Я имел в виду... Ну, хорошо. А давай так. А, выпилим, давай. Точно с той доски можно же выпилить себе 2. Только надо их отшлифовать. Или доску сначала пошлифовать. Ты нарисуй. Так, вот я иду. Собака здесь тоже ходила. Так, и вот наш шнурочек. Как я рассказывала, он возле клена, и он выходит на угол нашего основного дома. Вот он идет. И получается, сейчас подойдем к воротам. Так, эти кусты мы потом будем здесь вырубать. Так, я иду. И вот мы дошли до наших ворот. Видите, вот наш синенький домик основной. Вот клен. Да, а ворота, получается, да, они тоже не на уровне клена. Они получаются вот как. То есть ворота даже дальше. А куда же их ближе к дому? Их ближе к дому никак, их наоборот, я бы сказала, надо. Да, здесь такая история. Как же нам вывести эту линию? Вот.
И мы никак не выходим на те глыбы, которые там сосед наш вот. Если по уровню ворот делать, видите, шнурочек мы завязали. Если по уровню ворот, то тоже все равно получается, да, какая-то ерунда получается, честно говоря. Я вообще в растерянности, как нам тут быть. А он сделал, а сосед сделал вообще. Вот, ну, наверное, чтобы тоже здесь подъезжать могла машина, становиться хорошо. Я его могу понять, потому что он хотел, чтобы, ну, вот примерно вот такая вот территория, как у нас, была от дороги, чтобы можно было машину поставить. У него даже больше получается. Вот если бы он не делал эти... Вот, если бы он хотя бы вот как наш забор сделал, тогда бы все сошлось у нас. Вот, видите, забор домика. Вот старый заборчик. И мы натягивали шпагат. Видите, да? Вот. А он вот где сделал. Зачем он так сделал? Да, ну, конечно, я понимаю, что забор должен быть параллельно дому. Ну, тогда у нас получится здесь вот такой буква такая, зигзаг такой, буква Г, как я ее называю. Ну, а там будет видно. Вот как здесь у нас красивая ухоженная территория напротив. Ну, они уже давно обживались. Мы ведь недавно этот участок приобрели. Вот здесь дорога на речку. Прямо за этим домиком. Вот поворот и на луг. Я здесь прогуляться решила. Вот видите, дорожка уходит туда. Стоит еще одна колонка. Интересно, есть тут вода? Тут, наверное, никто не пользовался. Она, наверное, заржавела. Да, что-то нету. Не течет ничего. Вот дорожка. Я сейчас перейду дорогу. Такие красивые здесь камыши я нарвала. Здесь. Красивенькие камыши. И вот он. И вот она река. И вот он луг. Дорожка идет прямо к берегу реки. Я сколько по возможности покажу вам. Вот, видите? Прибрежный лес. Это такая красота. Вот, это просто неописуемо в любое время года. Вот, я повернулась, и мы видим отсюда наши домики. И солнце над ними. Два домика наших. Один вот с двумя крышами, и, вернее, трубами. А второй с одной. Два участка рядом. Над ними солнце. Вот мы подходим ближе. С той стороны он желтенький, потому что я в прошлом году его покрасила. А с этой стороны мы не успели его покрасить. Вот и мы пришли. Вот видите, как близко река. Вот наши ворота и наш основной домик синенький наш со ставеньками. Там калитка закрыта, наверное. Поэтому мне придется сюда пролазить. Сейчас я не очень боюсь по этим кустам, потому еще нету этих клещей, насекомых. А когда придет май, весна, буду бояться там ходить. Там мы будем все опрыскивать. Ну вот наш домик, желтенький, такой красивый.